Всех приветствую на моем канале. Меня зовут Анна, и сегодня я предлагаю посмотреть такой вопрос, как какой урок вы проходите кармический. Да, у меня вот это моя любимая кармическая колода в руках по системе китайской. И возможно, кто-то уже прошел, мы это тоже посмотрим. А если не прошли, посмотрим, что тогда мешает, что нужно пройти и, соответственно, какие же подарочки вы получите за прохождение этого урока. Что, давайте настраиваться. Посмотрим, какой урок вы уже прошли. Смотрите, урок здесь был такой, что вы очень сильно себя, тут два варианта, либо раздавали другим людям, либо была очень такая, скажем, сильная расфокусировка внимания. И то, и сё, и это, и десятое, и пятое, и это хочу, и то хочу, и сюда хочу, и так хочу. И ваш урок был в том, чтобы выставлять приоритеты и фокусироваться на каком-то, на каких-то нескольких делах, да, не разбрасываться, не раздаваться. А если это в плане людей, тогда не раздавать себя, да, концентрироваться на себе и, так скажем, объять вниманием свою жизнь прежде всего, а не чужую. И у вас это было, скажем так, по неопытности, да, то есть у вас вот эта функция концентрации, да, на своих делах, на своих желаниях, на себе любимом или любимой, она была немножко не развита, да, где-то там чуть-чуть. И, соответственно, в этом был крайний такой вот очень важный урок. Давайте посмотрим, а зачем это важно было прям. Потому что мы же привыкли, что кармические уроки, они прям какие-то такие там, а тут про концентрацию на себе. Здесь вам не хватало, как сказать, вы были очень жертвенным человеком, да, вы готовы там отдать последнюю рубашку, чтобы другим было хорошо, делать для других много чего в ущерб себе, возможно, и это не давало вам энергии на вашу жизнь, то есть у вас для вас самих ничего не оставалось. Соответственно, те изменения в вашей жизни, которые должны были пройти, на них не было ресурса, энергии, потому что все это раздавалось, а вам уже, видимо, было пора. В принципе, мы сюда все приходим для того, чтобы развиваться сами, да, прежде всего свою жизнь и не причинять добро другим людям. В принципе, это с кармической точки зрения тоже не очень хорошая тема. Так, еще что нам скажет?
да, вы были очень сильно сосредоточены на других людях, что для ваших целей вставало вам поперек. Что пройден у нас урок этот или как? Ну, по этим картам я бы сказала, что прогресс есть. Прогресс есть. Кому-то очень долго этот урок прям в фоновом режиме проходили очень долго. Но на данный момент прогресс есть. Так. Ну да, здесь про это и говорится, что очень продолжительное время вы в этом всем варились. Возможно, прям очень сильно значимые для вас люди вас учили этому уроку, чтобы вы наконец-то обратили внимание на себя, на свою жизнь, на то, как вы себя чувствуете в отношениях с другими людьми. Не обязательно здесь про мужчину-женщину, а вообще. Могли очень долго ждать чего-то, море погоды, отвлекались на чужие просьбы, на чужие какие-то посылы, занятия. То есть, знаете, такое вот не было какой-то самости, да, то есть вы, в принципе, вам много чего нравится, и вы можете найти общий язык с любым человеком, подстроиться под любого человека. И здесь фишка была в том, что ваша индивидуальность, она как бы была... Ее не то чтобы не было, вы ее даже как-то сами уже и не чувствовали. То есть вы как будто бы состояли, знаете, из большого количества фрагментов других людей. Да, вот что другим нравится, то вы делали. Возможно, вам это тоже нравилось в какой-то степени. Но от вас высшие силы, так скажем, не этого хотели. Все-таки хотели, чтобы ваша индивидуальность, она выходила наружу. Кто-то, я прям вижу, взялся за это хорошо. Поменяли свою точку зрения. Стали больше для себя что-то делать. Кого-то прям жизнь заставила. Возможно, даже болезненные были события и могли отнимать именно тех людей, в которых вы больше всего залипали, чтобы вы наконец-то себя начали искать. Ну, видимо, поэтому вы и здесь. Путь к себе. Но знаете, вот эта карта классная, я прям ждала ее на самом деле. Она говорит о том, что урок пройден. Я вас поздравляю. Прям вот отлично. Вы прям что-то в интересненькое, новенькое идете. Давайте посмотрим. У кого-то не без боя пройден урок. Здесь есть такая штука, да. Кому-то очень сложно это далось, переключить все внимание с других на себя. Но у вас получилось, я поздравляю. Давайте сейчас посмотрим тогда, какой подарок вам будет за прохождение данного урока.
посмотрим мы с вами на вот это давайте. Тоже одна из новых моих колод. Как бы классика, но отрисовка немножко другая. Рубашка только мне не очень нравится. Может, что-то сделать с ней можно будет интересно. Подтворить и вытворить. Давайте посмотрим, какой вам будет подарочек за то, что вы прошли урок. Да, именно так я и подумала. Ну что ж, я вас прям огромным, скажем так, слово не могу подобрать. Я вас поздравляю, это как минимум. А теперь ваша самая главная плюшка, что вы можете выбирать себя. На самом деле это очень классная тема. Да, подарок не материальный, но это именно то, что приведет вас к тому, что именно вы хотите. То есть вы начнете получать, что вы хотите. Когда мы знаем себя, когда мы знаем свои потребности и обращаем внимание прежде всего на себя, мы получаем то, что мы хотим. То есть раньше вы этого не получали, раньше вы чужое вот тащили, да, чужие какие-то проблемы, чужие хотелки, возможно, у вас на ушах сидели там какие-то подруги, друзья, которые вечно вам сливали свой какой-то негатив. А здесь радости у вас больше будет в жизни. У кого-то прям конкретно самооценка поднялась. Отлично. Отличная плюшка, я считаю. Соответственно, сейчас давайте еще посмотрим. О, отлично, пустая карта. Я специально ее оставила в этой колоде, пустую карту, и обозначила ее тоже для себя значениями. Сейчас мы все расскажем. Вы стали к себе бережнее относиться. Если вы женщина, вы себе женщину могли вообще не видеть. То есть хоть здесь и пентакли, но здесь именно про это, то, что вы стали обращать внимание на свое тело. Да? Я даже не про внешний вид тоже, да. Но здесь как я вообще себя чувствую, вообще я себе нравлюсь, не нравлюсь. И кто-то прям потихонечку начал над этим работать, совершать свои собственные выборы, свои собственные хотелки какие-то выбирать себя вообще в принципе, когда вы взаимодействуете с миром, с другими людьми. Нравится мне это, не нравится. Из 8 мечей мы выходим. Кто-то стал более расслабленным. Вот, то есть даже я бы сказала, у кого-то включилась такая здоровая доля пофигизма. Вот. Кому-то очень нужно было. Подарочки, кстати, вам могут от мира прилетать, скидки, за кофе кто-то заплатил, шоколадку подарил, у кого-то могут и более большие быть подарки. То, что мир и другие люди, они начали стараться вас как-то радовать. И я считаю, что это прямо очень радостное событие в данном случае. То вы все время всех радовали, а теперь
вас люди пытаются как-то обрадовать, порадовать, помочь. Если какие-то люди ушли из вашего окружения, и кто-то печалится по этому поводу и не решил еще, что с этим делать, отпускайте. Прям вот отпускайте, никого не держите, не держитесь ни за кого. Ушли те люди, которые, ну, у кого-то даже, скажем так, добра вам не желали. Вот. Если кто-то печалится по этому поводу, это были не ваши люди, ничего хорошего они вам не делали. Может, это просто были не ваши люди, разные же смотрят, да, с разными ситуациями. У кого-то прям действительно они вам добра не желали, ничего хорошего, кроме негатива, не приносили. Привычка просто осталась. Либо у кого-то еще страх о том, что а с кем же я буду общаться, никого другого больше нет. Будет, сделайте выбор, будут у вас новые люди, новые знакомства. Да, обновиться. Не держитесь за старых людей. Ну, за старых я имею в виду, за старое окружение. Кто-то прям куда-то учиться пойдет. Я вот прям вижу. Либо онлайн, либо даже офлайн. Там можете найти каких-то единомышленников. Вам причем очень будет нравиться то, куда вы пойдете. Вам прям там хорошо будет. Знания какие-то будете получать. Здесь прям хорошая комбинация. Десятка кубков, императрица. Здесь по королеве мечей, прям вот я не скажу, что это вы там холодные и все остальное. Это скорее о том, что знания, которые вы получите, ну, например, если вы пойдете на танцы, да, они вас сделают более счастливой, в ком-то действительно раскроют женщину. Для мужчин вы можете встретить там такую женщину, о которой вы мечтали, например, либо женщину, которая уже рядом с вами, она как-то по-другому раскроется. Здесь будет очень интересное взаимодействие с кем-то, не обязательно с партнером, не обязательно с каким-то новым человеком, которая раскроет вам новые грани, во-первых, вас, новые грани эмоций, и вы как-то больше солнышком, что ли, станете. Если вы были солнышком, вы станете еще больше солнышком. Отличная плюшка. А это у нас что? Ну, кто-то прям очень сильно печалится про окружение свое. У кого-то прям в окружении были люди, которые, ну, негативно влияли, назовем это так, негативно на вас влияли, и вы, возможно, чувствовали себя как-то не до, энергию могли высасывать и плохо себя чувствовали после них, и кто-то даже себя каким-то глупым чувствовал, глупый, да, что вот вечно вас поучали, что все не так и не то. Ну, как я еще раз сказала, отпускайте, да, нужно, этих людей нужно от себя убрать, потому что ничего хорошего не было. Еще раз повторюсь, кому-то могли даже пакости строить, конкретные пакости строить под благими намерениями. Что это я же для тебя стараюсь, это же вот ты же мне дорог, дорога.
под лучшими друзьями, все такое. То есть выдавать, назовем это так, желаемое за действительное. То есть они сами по себе так не думали, а вам говорили, что очень сильно заботятся о вас, вы им очень дороги. На самом деле это все было неправдой. Таких людей от себя отпускайте. Ну и давайте еще на рунах посмотрим. Они мне тут подмигивают. Что у вас поменялось по энергиям, когда вы прошли этот урок? Или что, давайте так, что будет меняться у вас после прохождения этого кармического урока? Ну, кстати говоря, люди, которые как раз-таки вас использовали, которые как-то вам недоброжелательно к вам были настроены, как раз-таки вы поменялись, вы сфокусировались на себе, у вас больше подъедать нельзя, соответственно, они уходят. Кормушку вы прикрыли. Такие энергии. Ой, как интересно. У кого-то, знаете, будет так интересно, что, ну, как говорят, мысли материальны, да, вот вы прям прочувствуете это, что значит мысли материальны. Может быть так, что вот подумали о чем-то, и оно сбылось. Вот захотели шоколадку, и вам кто-то ее подарил, или нужен автобус какой-то или такси, чтобы быстро пришло, и вот оно приходит. То есть события в вашем поле начинают сбываться, ну, как бы сами собой. Очень классная плюшка, я считаю. Но самое интересное, что изменения еще будут. В хорошую сторону будут изменения. Особенно если кто-то конкретно займется здоровьем своим и вашим окружением, если вы прям будете очень-очень этим заниматься. То есть запишитесь, если вы не ходили в спортзал, будете в спортзал ходить, либо на какие-то танцы, либо дома начнете что-то делать, зарядку, либо бегать на улице. И будете выстраивать так называемый нетворк новый, возможно, этим озадачитесь, да, будете людей искать новых, знакомиться, поддерживать отношения новые, вступать, возможно, в какие-то клубы по интересам или на обучение, опять-таки, какие-то новые люди, и у вас начнут меняться жизненные сценарии. Вот это очень интересная штука. Жизненные сценарии, жизненные цели, то есть ваша жизнь, она даже, я бы сказала, как пойдет настолько по-другому, что вы себе могли это даже не представлять, что оно так бывает. Причем оно по справедливости пойдет в это русло, и вас туда просто уже затащат. Высшие силы вам будут помогать, будут вести. Я считаю, что это очень огромная классная плюшка. И все остальные тоже очень классные подарочки. Потому что вы молодцы, вы прошли урок. И хвала вам, и спасибо вам за просмотр. Благодарю вас за обратную связь, которую вы пишете всегда в комментариях. Мне это очень приятно, полезно. И до новых встреч. Пока-пока.